Здравствуйте, друзья! В эфире «Геоэнергетика Инфо». С вами Радекин Максим. И я, Борис Марцинкевич, всем добрый день. Англичанка гадит. Британские каперы готовятся начать массовый захват российских судов, проходящих через Ла-Манш. Британское правительство определило правовую основу, которую, по его мнению, можно использовать, чтобы позволить британским военным захватывать и задерживать теневые суда. Борис Леонидович, пожалуйста, прокомментируйте, насколько это чревато для Российской Федерации и какие есть варианты решения сложившейся ситуации. Давайте так. История английского каперства, напомню, в годы освоения Южной Америки можно было приобрести патент на то, чтобы грабить испанские галеоны с золотом и серебром. Традиции есть традиции, все мы их любим. Вот англичане возвращаются к своим таким родным, любимым. А насколько это может быть серьезно? Сказать, с одной стороны, сложно. Возможности британского флота сейчас кратно меньше, но это с одной стороны. С другой стороны, они четко озвучивают локацию. Пролив Ла-Манш, который нам нужен. Если у нас морская торговля из наших западных портов идет, то пройти мимо Ла-Манша достаточно непросто. Огибать Британию с другой стороны, если рейс идет куда-то в район Азии, это еще больше усложняет маршрут. Собственно говоря, вопрос, что нам-то делать? Напомню, что еще весной 22 года президент России вроде бы все сказал достаточно внятно. Экономическую активность надо разворачивать на восток и на юго-восток. И на юг. Если мы посмотрим на наши порты на нашем западном побережье, мы что наблюдаем? Порт Ленинградской области. Дальше идет Балтийское море, практически сквозь строй натовских стран. С одной стороны Финляндия, с другой стороны Прибалтика. Датские проливы, исключительно то же самое. Понятно, что есть всевозможные международные конвенции о хождении судов, но в последнее время, как мы наблюдаем, международные конвенции вообще никого не интересуют, кроме нас самих. Но от того, что мы будем их соблюдать, к сожалению, мало что изменится. На путь каперства встает береговая охрана США, и где какую нефть она будет объявлять венесуэльской, и где какой танкер будет признан теневым, тоже можно только догадываться. Двигаемся южнее. Черное море. Невзирая на то, что происходит сейчас, если предположить, что СВО закончится в ближайшее время, так как мы это считаем нужным, пролив Босфора и Дарданелла никуда не денется. Они контролируются участницей НАТО, Турецкой Республикой. То есть наши западные морские возможности упираются в границы стран НАТО. Военно-морские возможности стран НАТО. Стран НАТО много. Что мы можем в этой ситуации сделать? Один раз мы уже посмотрели, какие результаты дает флаг российского государства над кормой судна. Я бы не сказал, что замечательный результат получился. Охранять все те суда, которые могут перейти под юрисдикцию России, значит, какие-то огромные вложения в военно-морской флот. Либо оснащать все эти суда дронами, ПВО, не знаю, чем еще. Дорого, и результат такой морской торговли может только догадываться. Поэтому рецепт, который выписан президентом, разворачивать активность туда, где живут не европейские, а цивилизованные народы, на восток и на юг, наверное, это самое правильное, что есть. Если говорить об извечном конфликте, это морская и континентальная цивилизация, Англия, США, ярко выраженные морские цивилизации. Количество флотов США можете пересчитать на досуге, я имею в виду военно-морских флотов. То, что у нас как-то, хотя еще со времен Петра Первого мы пытались догнать по мощности военные флоты Европы, но поскольку Европа сейчас объединена, одновременно там как бы экономический союз под названием Евросоюз и блок НАТО, никуда это не делось. А соревноваться с десятками европейских стран, с одной стороны, конечно, замечательно, с другой стороны, прибыль-то где? Загнать все наши возможности в строительство военных судов. И этим мы отрежем себе возможность строить обычные суда, гражданские. Нам не хватает ни балкеров, ни танкеров. Все это тоже достаточно известно.
Что значит перенести активность на восток? На востоке нет стран НАТО. Если мы говорим, допустим, о побережье Охотского моря, что у нас там из угрожающего? Неподалеку Соединенные Штаты, но это ровно одна страна. А Япония вряд ли будет конфликтовать в открытую. Но для этого надо переносить и промышленные центры, и центры нашего развития, и те же строительные мощности именно на восток. Как это возможно сделать? Напомню, что на восток мы шли с XVI века, осваивая огромную территорию, в основном, конечно, за счет наших лихих казаков, но тем не менее мы это сделали. При царской России мы старались освоить, собственно, Дальний Восток, при советской власти мы пытались освоить Дальний Восток. Все, чего мы добились, парадокс стал не так ярко выражен по цифрам. Сейчас он выглядит как 80 на 20, 20 на 80. На 20% территории России от западных берегов до Урала и на Урале живет 80% нашего населения, на 80% нашей территории от Сибири до Дальнего Востока 20% нашего населения. И это, в общем-то, еще такое серьезное достижение, потому что было время, когда у нас по ту сторону Урала было всего 10% населения. Это огромная территория, надо помнить, как эта территория выглядит. Мы привыкли, у нас, собственно говоря, в генной памяти мы равнинная страна. Но это верно ровно до той поры, пока мы не приближаемся к границе Восточной Сибири. Там Россия горная страна, причем горная ярко выражена. На всякий случай напомню, что 78% территории Магаданской области – горная местность. Почти 80% территории Якутии – горная местность. Я уже промолчу про Камчатку, там тоже все понятно. Осваивать это тяжело, климат такой, какой он есть, рельеф такой, какой он есть. Если мы смотрим на географические карты, мы видим, что горы там относительно невысокие, в пределах 2 километров, но это от уровня моря. А если считать от подножия гор, то получается все 3 километра, как прокладывать дороги. Российская империя отметила строительством Транссиба, советская власть строительством БАМа. Достаточно нам этого? Ну, очевидно, что нет. Может быть, я говорю о каких-то вещах абстрактных. У нас главный узел проблем – это территория Северного Причерноморья, зона специальной военной операции, возвращение наших исторических областей. Это да, но война идет не только на линии боевого соприкосновения, но и в экономике. И тут никакие правила не соблюдаются. Мы это наблюдаем с 2014 года. То есть с момента возвращения Крыма в состав России – мы видим все новые и новые порции санкций, так они их называют, рестрикции по отношению к России, они множатся, ширятся. Вот, красивую цифру в 30 тысяч санкций мы уже прошли. Пытаться, что мы хотим? Развивать дальше отношения с Европой. В Европе экономический спад, в Европе демографический спад. Центр мировой активности, центр развития мира на день сегодняшний сместился в Юго-Восточную Азию. Плюс то, что у нас действительно находится на юге, наши бывшие советские республики Средней Азии, ныне государства Центральной Азии, Закавказье, Южный Кавказ теперь мы это называем, и тот самый возможный выход посредством международного транзитного коридора на юг. Я на всякий случай напомню, что у МТК «Северо-Юг» 3 маршрута, восточный, западный и центральный, через море Каспийское. Каспийское море, сюда океанский флот военно-морской США точно не войдет, и подлодки не приплывут. Значит, нужно осваивать Каспий. На Каспии мы вроде бы как имеем порты, их надо развивать. Надо очевидным образом расширять возможности нашей железной дороги. Если мы говорим о западном маршруте, по железной дороге от побережья Персидского моря в Иране через территорию Азербайджана к нам в Россию. Но в Иране известное событие, очень хочется верить, что руководство Исламской Республики Иран справится с беспорядками, но понятно, что им самим надо перестраивать свой экономический уклад. Страна, в отличие от России, стаж нахождения под санкциями куда как больше. Начиная с времен Исламской революции 1979 года можно на пальцах рук пересчитать годы, когда Иран не находится под санкциями. Там тяжело.
Но нам это направление нужно, потому что это выход и в страны Персидского залива, они, прямо скажем, достаточно платежеспособны, и выход на огромные рынки Индии, какой там объем населения, какое, сколько людей живет в Пакистане, могу только напоминать, да, это игра в долгую, платежеспособный европейский рынок от нас ушел. К этому надо быть готовыми. Надо быть готовыми к тому, что активность, наша деловая активность на Дальнем Востоке должна расширяться резко. Но мы пока не справляемся с тем, о чем опять же говорит президент, я не устаю об этом повторять. Кто бы меня не обвинял в путинизме, я на всякий случай напоминаю, что у нас есть исполнительная власть, это и администрация президента, которая за распоряжениями шефа, ну, как минимум, должна следить. Я не знаю, кто работает в аналитическом штабе Владимира Владимировича, но те идеи, которые он высказывает вслух, ну, мне бы очень хотелось, чтобы наше правительство слышало. Еще 2 года, теперь уже больше 2 лет назад на Восточном экономическом форуме Владимир Путин произнес слова, которые я думал, что я в своей жизни уже не услышу. Энергетика должна развиваться опережающими темпами. Где ответ правительства? Где опережающие темпы развития энергетики на Дальнем Востоке, где мы уже не просто ощущаем, а точно знаем по расчетам системного оператора, энергодефицит нарастает. Это не только анализ, но и простая статистика. Если в предыдущие годы, начиная с 2004, объем поставок электроэнергии в Китае составлял 3-3,5 миллиарда киловатт-часов, то по итогам 2025 года он ожидается на уровне 500 миллионов. То есть все излишки генерируемой электроэнергии мы просто съели. И это хорошо. Но где строительство новых? У нас срывается один тендер на строительство новых электростанций за другим. Может быть, настала пора вернуться к той практике, которая была наработана в советские годы. Я, конечно, имею в виду территориально-производственный комплекс, по-другому такую территорию не осваивают. Есть данные геологов, которые сопровождали строительство БАМа. На всякий случай напоминаю, что средних и больших месторождений вдоль трассы БАМа на расстоянии до 150 километров 350 штук. Может быть, настало время их осваивать? Может быть, те слова, которые теперь повторяет уже и министр энергетики России, гидропотенциал России использован на 20%, а если конкретно о гидропотенциале Дальнего Востока, то он используется на 7%. Может быть, настало время разработки проектов территориально-производственных комплексов. Может быть, настало время попробовать доказать, что мы можем пойти дальше советской власти. Напомню, что в Советском Союзе не смогли реализовать проект Южно-Якутского территориально-производственного комплекса по крайне нетривиальной причине. Возле Нерюнгри найдено не только залежи коксующегося угля, но и угля энергетического, железные руды, апатиты. Было решение Госплана о том, что необходимо разработать такой проект. Отодвинули в сторону руководство Якутской автономной Советской Социалистической Республики, отодвинули в сторону руководства Российской Советской Федеративной Социалистической Республики, работали только союзные министерства. У них 8 лет ушло на то, чтобы выяснить, кто же главный. Министерство цветной металлургии, Министерство черной металлургии, Министерство угольной промышленности или Министерство химической промышленности. Пока не выясняли отношения, кончилась советская власть. Может быть, попробовать вернуться. Многое было наработано, многое нужно поднимать. Почему я говорю о юге Якутии? Потому что это стык двух наших крупных регионов. Якутии и Амурской области. Именно там должен был располагаться Южно-Якутский территориально-производственный комплекс. Для нас это узел, потому что это становой хребет. Я на всякий случай напомню, что Якутия отделена от Амурской области становым хребтом, от Магаданской области хребтом Джунджгур, от Чукотки хребтом Черского. Вот такая горная республика, как ни странно. Может быть, те возможности, которые дает Амур, могут развязать те проблемы, которые сложились у наших железных дорог. Восточный полигон – это здорово, но Амур – это граница с Китайской Народной Республикой, где достаточно хороший спрос и достаточно хорошее предложение. Долгое время говорили, что Амур не судоходен, ровно до той поры, пока в городе Свободном Амурской области не началось строительство сначала газоперерабатывающего завода, потом газохимического комплекса. Потому что когда совершенно конкретная газовая компания
почувствовали необходимость доставки оборудования, там некоторые колонны для переработки газа весят больше 1000 тонн, выяснилось, что Амур до города свободный уже судоходен. Просто людям надо, и они это сделали. Но это надо не только нашей газовой промышленности, это и многим другим нужно. Если мы говорим о развитии Северного морского пути, то, может быть, стоит отойти от принципа «качай и вези», «копай и вези». Я на всякий случай напоминаю, что по плану, по нашим национальным проектам в 2024 году грузооборот должен был составить 80 миллионов тонн. И наши чиновники десятками выходили на трибуну и говорили, что все непременно будет выполнено и перевыполнено. Получилось 37 миллионов тонн. 36,6, если уж точнее. На принципе «качай и вези» не получается. Да, у нас есть теперь 2 СПГ-завода, но СПГ – это не переработка газа, это перевод его в другое агрегатное состояние, просто охлаждение. У нас не работают северные реки. Да, у нас есть Обская губа, да, у нас есть Енисей, но ровно до уровня Норильска, до Дудинки. Но Россия в свое время осваивалась именно по рекам. Если вернуть экономическую активность на побережье наших рек, тогда в акваторию Северного морского пути пойдут совсем другие грузы и совсем в других объемах. Что я имею в виду под словом «другие грузы», ну, тоже понятно. У любого транзитного коридора есть не один показатель грузооборота, а 2. Стоимость товаров, которые перевозятся по этим маршрутам. Если мы смотрим, допустим, на Ямал-СПГ, грубо говоря, 20 миллионов тонн грузов в год, замечательно. Норильский никель – 1 миллион тонн. Но Норильский никель отгружает грузов по стоимости ровно столько же, сколько стоит весь СПГ. Это глубокая переработка металлов. Может быть, об этом показателе стоит думать? Вопросов много. Кто способен заниматься вот такими проектами? От практики территориально-производственных комплексов мы отошли достаточно давно. С левого фланга у нас раздаются голоса: давайте все национализируем, давайте все вернем нашему народу, давайте. Ну, простой вопрос, а кто будет проектировать? Вы хотите вернуться к пятилеткам, господа левые? Прекрасно. А кто будет разрабатывать план пятилетки? Назовите мне людей, которым вы доверите разработку пятилетнего плана развития нашей огромной страны. Не сможете назвать. Я на всякий случай напомню, что прежде чем был разработан план первой пятилетки, было реализовано 3 годовых плана развития. Сначала потренировались, потом уже только пошли вперед. Можем мы себе такое позволить? А может быть, попробовать реализовать на межведомственной основе проекты территориально-производственных комплексов? Это не совпадает с замечательными экономическими доктринами либеральной экономики. Но, может быть, мы все-таки услышим, опять же, в который раз повторяю слова президента о том, что Россия – это не страна, а цивилизация. Почему мы должны подчиняться чужим экономическим доктринам? Нам своя нужна. Мы не можем брать кальку с развития Европейского Союза. Замечательно получается развитие в Лихтенштейне, в Нидерландах. Ну, давайте попробуем в Нидерландах территорию Якутии померить. Там сколько их поместится, какой климат, какие расстояния. Они имеют огромное экономическое значение, наши расстояния. Может быть, пора задуматься, настало время сосредотачиваться. Война идет не только на поле боя, война идет в экономике. Борис Леонидович, большое спасибо за комментарий. Друзья, подписывайтесь на телеграм-канал Геоэнергетика Инфо. Ссылка будет в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации, исключительно благодаря вашей финансовой поддержке на спонсор.ру. Спасибо, до новых встреч. Не забывайте распространять наши ролики в ваших социальных сетях. Это тоже поддержка нашего проекта. Всем спасибо за внимание, всем всего доброго.